АвтоВАЗ дал указание сливать машины по любым ценам. Скидки дилеров уже доходят до 750 тысяч рублей, и этого мало. Пусть в 2 раза понижают, если им пора чистить стоянки автосалонов. Но перед тем, как рассказать все подробности, прошу вас подписаться на канал и поставить ваш царский лайк. За это в конце с меня не смешной анекдот. Также переходите в наши Рутуб, ВК и Телеграм каналы. Автомобилисты все чаще критикуют АвтоВАЗ, обвиняя его в жадности и нежелании делать скидки. В то время как китайские бренды, напротив, активно привлекают клиентов заманчивыми предложениями. И с этим мнением трудно не согласиться. На те деньги, которые просят за Весту, особенно в комплектациях, где ценник подбирается к 2-2,5 миллионам рублей, китайские производители уже предлагают машины более высокого уровня, как по оснащению, так и по комфорту. Это не могло не сказаться на продажах. За последние полгода спрос на Весту существенно снизился. В прошлом месяце продажи этой модели обвалились на 52%, на 7067 штук меньше по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Причем снижение касается не только Весты. В целом по марке Lada продажи в прошлом месяце упали на 36%. Такой поворот, естественно, не остался без внимания внутри компании. Руководство АвтоВАЗа забило тревогу, поняв, что повторить успех прошлого года вряд ли получится. Напомним, тогда компания реализовала рекордные 459 тысяч автомобилей, лучший результат за последние 10 лет. Однако этот год пока не радует. Пока продано всего 131 тысяча автомобилей. Покупательская активность не выходит на нужный уровень. Как рассказал знакомый менеджер из автосалона Лады, если год назад в это время они ежедневно передавали клиентам по 4 машины, то сейчас в лучшем случае 1-2, а то и вовсе бывают дни без единой продажи. Люди долго ждали от АвтоВАЗа внятных скидок, и вот наконец дождались. Первым шагом стала корректировка условий участия в государственной программе. С прошлого месяца скидку 40% начали предоставлять участникам СВО с ранениями, правда только на Весту с ручным управлением. Кроме того, 10% скидки могут получить многодетные семьи, а 20% медики, педагоги, участники СВО и их родственники. Однако, как показала практика, этих мер оказалось недостаточно. Значимого роста продаж они не дали, и уже в этом месяце была запущена новая программа скидок, теперь распространяющаяся на всех желающих. Сумма скидки может достигать 34%. Правда, есть нюанс. Максимальные скидки касаются только автомобилей прошлого года выпуска. Сейчас у дилеров по-прежнему залежи машин прошлого года, но покупатели не спешат их забирать. В этом году логично смотреть на модели свежего выпуска, а не брать прошлогодние, пусть даже и со скидкой. А для тех, кто планирует сэкономить до 40% на покупке автомобиля, используя лазейку в утильсборе, рекомендую обратиться в Hotcar Online. Ребята поставляют автомобили с аукционов Японии и внутренних рынков Южной Кореи и Китая с полным набором услуг от поиска и покупки до отправки, оформления и доставки в ваш город. Hotcar берет на себя подготовку всех документов, перевозку на судне, растаможку, ГИБДД, а вы получаете автомобиль, готовый к эксплуатации. Ознакомьтесь с базой отзывов и рекомендаций от клиентов, с которыми уже пройден этот путь. Контакты и ссылки оставил под видео, пишите или звоните, и вам рассчитают стоимость понравившегося автомобиля и расскажут, как получить выгоду до 40% с рынком РФ, а мы идем дальше. Например, на Ниву Legend и Ниву Travel прошлого года АвтоВАЗ предлагает снижение цены от 6 до 8%, порядка 100 тысяч рублей в зависимости от комплектации. Без учета скидки рекомендованные розничные цены от 1 миллиона 59 тысяч у Легенды и от 1 миллиона 314 тысяч у Travel. Гранта всех версий получила скидки от 11 до 14%. Это около 70 тысяч рублей. Базовая цена здесь стартует от 750 тысяч рублей и может доходить до 1 миллиона 48 тысяч рублей. С Вестой ситуация поинтереснее. Скидки варьируются от 200 до 240 тысяч рублей, в зависимости от модификации. При участии в программах Trade-in, кредитования и других акциях
Максимальная выгода может составлять около 21%. Розничные цены на Весту составляют от 1 миллиона 525 тысяч рублей. Удлиненная версия Vesta Aura, позиционируемая как премиальная, получила такую же максимальную скидку – 21%, но только по лизингу или программе Trade-in. Это дает возможность сэкономить до 550 тысяч рублей, ведь цены без скидки составляют от 2 миллионов 599 тысяч. Интересно, что знакомый менеджер рассказал, их дилерский центр за все это время так и не продал ни одной ауры. Что касается Largus, то на пассажирскую версию предлагаются скидки от 22% до 27%, а на фургон от 32 до 34%. Базовая скидка 170 тысяч рублей на автомобили прошлого года. А если участвовать в кредитной программе или сдавать машину по Trade-in, можно добиться еще большей выгоды. Рекомендованные цены на Largus в зависимости от типа кузова и оснащения колеблются от 1 миллиона 660 тысяч до 2 миллионов 85 тысяч рублей у пассажирской версии и от 1 миллиона 670 тысяч до 1 миллиона 757 тысяч у фургона. Однако даже несмотря на эти скидки, цены на автомобили Lada все равно остаются высокими. И это при том, что указаны именно рекомендованные розничные цены, а реальные с учетом всех навязанных доплат от дилеров могут быть значительно выше. Ситуация с дополнительным оборудованием осталась неизменной. По словам того же менеджера, руководство дилерского центра придерживается прежней стратегии. Лучше продать одну машину, но с дорогими допами, чем две без них. Все автомобили, приходящие не под конкретный заказ, сразу получают стандартный набор: антикор, сигнализация, коврики, защита картера и тому подобное. И все это включается в цену, не спрашивая клиента. В итоге скидки вроде бы появились, но касаются в основном машин прошлого года. И даже за наличный расчет покупателю не просто получить автомобиль по заявленной цене. Во многом это связано с политикой самих дилеров и общим подходом к формированию цен. А между тем автомобили Lada позиционируются как доступный транспорт, максимально простой и бюджетный. Но по факту ценник на многие модели давно перевалил за 1,5-2 миллиона рублей. За последние годы АвтоВАЗ заметно поднял цены, а теперь, видя падение спроса, только разводит руками. Все очевидно. Чтобы снова вернуть покупателей, нужно пересмотреть ценовую политику. Сделайте цену адекватной, и клиенты потянутся. Продолжите гнуть вверх, и падение продаж только усилится. А вообще ждем, когда у них совсем не останется места на площадках. Тогда скидки будут еще больше. Может, хоть тогда эти автомобили станут хоть сколь-нибудь оправданным приобретением. Банк России снизил ключевую ставку на 1% пункт до 20% годовых. Регулятор объяснил такое решение тем, что в России за последнее время снизились темпы инфляции. С октября прошлого года и до сих пор ключевая ставка в РФ составляла 21%. Автокредиты были 30, станут 29, налетай. Напишите в комментариях, как вам такие скидки АвтоВАЗа. Тоже думаете, пусть они все гниют дальше на стоянке? Ну и обещанная мною шутка. Интернет высказал мне все, что думает о моем моральном и материальном падении, показав рекламу БУ Lada в кредит. А больше автоновостей, инсайдов и юмора вы найдете в наших Рутуб, ВК и Телеграм каналах, ссылки в описании.